Всем привет! Начинаем новое видео. Я вышла за покупками, решила идти пешком сегодня, потому что такое неотразимое солнце и такая благодать, что просто невозможно. И даже грех садиться в машину и ехать куда-то даже или на машине, или на автобусе, поэтому иду пешком. И скажу вам, что вчера прочитала, вроде бы март должен быть холодный и должен быть удар зимы такой суровый. Но потому что вижу сегодня, мне не верится и хочется, чтобы это было ложное предсказание. Я бы сказала, что солнце сегодня даже светит не по-весеннему, а по-летнему, потому что оно не только светит, но я бы сказала, даже и греет. А ночью не сравнить. Ночью температура падает ниже нуля, утром встаешь и лужи замерзшие, покрытые льдом. Вот наши такие вороночки, если бы тут была вода, они бы были все покрытые льдом. Свернула с дороги в боковую улочку, и скажу вам, я люблю ходить по таким маленьким улочкам, потому что здесь машин нету, людей тоже почти нету. И можно, так сказать, насладиться тишиной и уединением. Видите, даже не все участки здесь застроены. Некоторые люди держат как землю, как капитал. Вот дома такие еще с времен социализма. Они называются костки. Обычно они двухэтажные. Здесь была одноэтажная, но вот здесь двухэтажный дом. И я смотрю, строили ли его или переоборудовали. Но почему-то мне кажется, что его строили заново. Вот здесь, с другой стороны, огромнейший участок. И вот там вот этот дом, я не могу понять, он не выглядит как жилой, потому что как бы два входа таких, две терраски с дверями, или то дачный какой-то домик был. Не могу понять, что за постройка. А вот этот участок стоит пустой. Видно, или на продажу, или просто держит в семье. Может, кто-то из молодых будет когда-то строить дом. Так тоже люди делают. Вот и там впереди виднеется современный дом, одноэтажный, партеровый, как скажут в Польше. Вот такая построечка. Но за этим забором этот дом с серой крышей не очень так приветливо смотрится. А с другой стороны еще старые дома. Я понимаю, что люди хотят иметь немножко частной жизни, но как-то это все так смотрится неуютненько. Свернула в следующую маленькую боковую улочку. Посмотрите, какой добротный и шикарный асфальт. Спрашивается, как им удалось его здесь положить, потому что на центральной дороге то канава, то яма. А здесь вот так. Или кто-то здесь живет очень влиятельный и сделал себе подъезд под дом, или же сделали подъезд для костела. Только два варианта я здесь вижу таких. Ну что, возвращаюсь я уже после магазина. Не успела для вас заснять покупки, потому что позвонили из дома. Вот, обращаю ваше внимание, смотрите, какой дом. И вся крыша в фотовольтаике, то есть в этих солнечных батареях. Интересно ли, с другой стороны тоже покрыли ее солнечными батареями. Здесь какое-то учреждение находится. Посмотрите, как они заняли всю крышу. У нас это сейчас очень и очень популярно. Сегодня варю суп, все как обычно, начинаю я с зажарочки. Морковку и лучок поджариваю на постном маслице. И сейчас сюда добавлю 1-2 ложки муки и все перемешаю, сделаю такую зажарочку. Вода у меня уже кипит в кастрюле, потому что все я начинаю закладывать в суп, когда вода закипит. Это мое неизменное правило. А суп я буду сегодня готовить томатный. Вот я добавила 2 столовые ложки муки и все это интенсивно перемешиваю. Мука впитает в себя масло подсолнечное,
Ну и соединиться с овощами, а потом все это я брошу в кипяточек. И тогда консистенция нашего супа не будет такая водянистая. Вот моя вода, я уже сюда бросила сушеные травки. Этот любчик или любысток, он дает очень хороший запах для супа. И сейчас буду отправлять сюда мою зажарочку. Вот я уже бросила воду, сейчас она будет растворяться. И я быстренько почищу картошку и тоже в кипящую воду отправлю картошку. И когда все сварится, когда картошка уже будет почти мягкая, но не совсем, я буду добавлять следующие ингредиенты. Даже, скорее всего, мягкая картошка, чтобы она не была твердой. Ну, чтобы тоже не была такая размазня уже разварившаяся. Нормальной такой мягкости картошка. Ну вот картофель у меня уже в супе сварился, я буду добавлять томаты. Покажу вам в этот раз какие. Осенью я покупаю помидоры на рынке и обычно делаю вот такие перетертые томаты на суп. Иногда могу их добавить также и в рагу, и, не знаю, еще на пиццу, но в основном делаю это для супа. Тогда и зимой суп получается как летом, вкусный и пахнет помидорами. Вот сейчас я эту баночку отправлю в кастрюлю. Если консистенция супа и его цвет вас не устраивает, тех помидор, которые вы приготовили, можно также усилить эффект и добавить 2-3 ложки томат-пасты, но это не обязательно. Вот я уже добавила и томат-пасту, и целую банку протертых помидор. Все это у меня проварилось, и я к этому супу добавляю промытый рис и также немного мелкой вермишели, потому что моя семья любит суп такой, чтобы в нем, как сказать, что-то плавало. Вот, поэтому так. И к тому же я добавила соль и приправы по вкусу. Но приправа у меня есть для супа исключительно из натуральных ингредиентов. Там только сушеные овощи, поэтому никаких таких типа вегетта, которые улучшают вкус, я никогда в пищу не добавляю. Итак, суп готов, сейчас будем его дегустировать. Ну вот мой суп уже готов, давайте дегустировать. Дело в том, что я уже рассказывала, у меня дома любят, чтобы суп был не слишком жидкий, чтобы в нем было немножко и картофеля, и я вот добавляю рис, немножко макарончиков, вермишели, поэтому я делаю так, как любит моя семья. Вот такой консистенции суп, ой, он такой горячий и очень вкусный. Всем приятного аппетита, и если вам понравилось, готовьте вместе со мной.